Доброе одесское утро всем! До Нового года осталось несколько дней. Мы дома в Одессе. Покажем, как проводим время и чем занимаемся в эти дни. Игрушки, вязаные, ручная работа. Мы заехали на ярмарку, погуляем и потом едем на пляж. И ты! Мы идем мне игрушку выбирать. Игрушку. Крестная подарила денежку, и Алиса хочет купить себе игрушечку. Да. Ну что, тебе что-то нравится или нет? Я ищу кукурузу. Ой, здесь лол нет. Лол нужно в детский мир ехать. Это ярмарка сейчас прямо возле кирхи нашей. Холодно! Здравствуйте. Здравствуйте. Помните, какой-то год, наверное, позапрошлый, мы здесь стояли в этом же месте, да? Да, это до войны еще было. Да. 21-й. Алиса выбирает игрушку, не может выбрать. Здравствуйте, Юлия. Давно не было рубрики «Вопрос-ответ». Было бы интересно узнать, сколько всего ушло финансов в путешествие на лайнере, что понравилось и что нет. И я ответила, как раз думала в конце ноября снять такое видео «Вопрос-ответ». Но сейчас уже конец декабря, и мы наконец вот до этого видео дошли. И сегодня, как вы уже поняли, будет такое видео в формате «Вопрос-ответ». Наверное, про круиз наш рассказывала много всего. Дело в том, что цена зависит от того, являетесь ли вы членом круизного клуба. Я член круизного клуба, поэтому цена на всех нас, а это на троих, на 4 человек я бронировала, муж не смог поехать, вот должен был быть с нами. На 4 было где-то в районе 1600 евро. Но он не поехал, он, получается, на троих отнимем его, ну где-то, наверное, 1100 евро на троих. Вот. Но если вы не являетесь членом круизного клуба, то вы бронируете напрямую в круизной компании. Напрямую это намного дороже, потому что у нас был такой момент, что в последний буквально миг перед выездом мы хотели моей маме и нашей бабушке приобрести тоже путевку на лайнер, и за нее одну напрямую от круизной компании вышло 1500 евро за одного человека, то есть примерно такая же сумма, как за нас 4. Естественно, мы эту идею тогда отбросили, вот, ну и уже поехали втроем с детьми. И в продолжение вопроса, что понравилось в круизе, что нет. Ну, в принципе, все понравилось, потому что это такой новый опыт для нас. Там очень много было развлечений детских. Для детей, в принципе, на лайнере есть все. Питание круглосуточное, игры, анимация. Вот все. Не понравилось то, что очень мало времени вы имеете на то, чтобы осмотреть какой-то новый город, например. Вот вы заходите в порт, ваш лайнер зашел, и у вас там есть буквально 3, 4, 5 часов, чтобы погулять везде и успеть вернуться и обратно пройти этот чек-ин и зайти, и вы отплываете дальше. Вот, и из всего мне больше всего понравился Миконос. У нас было достаточно времени, в принципе, мы стояли возле Миконоса, возле острова, буквально целый день. Нас на лодках везли на берег, и мы гуляли целый день, успели на пляже поваляться, покупаться. И сам остров по себе очень такой красивый. Ну, вот такое запоминающееся. В Афинах у нас было более меньше времени. Вот. Ну, а так, в принципе, я еще хочу в этом году, в 2024, повторить такой круизный опыт. Но я пока не скажу вам, какой круиз мы планируем, пусть это будет сюрпризом. Тая, что понравилось и не понравилось тебе? Ну, мне не понравилось то, что интернет был очень дорогим, и мы его не покупали, и поэтому всю неделю пришлось сидеть без него вообще. Только когда мы останавливались на каких-то островах, и если получалось где-то словить интернет, то тогда он у нас был. А мне понравилось картошка фри и детский клуб. Картошка фри и детский клуб, понятно? Класс! Я начала
Ух ты. Тая прочитает следующий вопрос, потому что он адресован к ней. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с учебой у Таи и Саси? И как вообще у Аси дела, чем она занимается? Про Асю я расскажу. Ася живет в Калифорнии. Сейчас она уехала туда по программе для украинских беженцев. Она учится, она работает. И сейчас с января месяца, как она уже говорила в моем прошлом видео, она поступает, точнее уже поступила в американский колледж. На выбор выбрала очень много предметов, которые ей интересны. И будет еще учиться параллельно вместе с украинским своим вузом в американском колледже. Она этого очень хотела, хочет, стремится развиваться. Ну, молодец. Я только поддержу ее всегда. Мы все ее поддержим. А Тая ответит про свою школу. Ну, в принципе, с того момента, как я отвечала это в таком же видео про вопросы пару месяцев назад, ничего не изменилось. Я также сама хожу в школу в Одессе, сейчас у нас каникулы, ну и в принципе все так же, как было. У нас в школе вторая смена, так что чаще всего сначала я иду в школу и оттуда сразу иду на тренировку. Ну и после этого иду делать уроки и потом снова иду в школу. Вообще в школе, в принципе, до каникул я все успевала, но есть предметы, которые я хочу учить сама, есть, которые я учу только для того, чтобы можно было перевестись дальше. Да, и, наверное, вы все уже догадались, какие предметы Тае нравятся, какие нет. Но расскажи. Ну, геометрию и алгебру я не люблю, просто, сдаю контрольные работы самостоятельно, чтобы можно было перейти дальше. Ну, в принципе, все остальные предметы я делаю просто по своему желанию. Языки, гуманитарные предметы, да, тебе больше заходят. Ну, история, география. Это старый заброшенный яхт-клуб. И летом здесь у нас все равно лодки какие-то стоят. И это все было в воде. И достаточная глубина здесь была. Сейчас вода ушла. И чайки сидят на мелководье. Смотрите как. Я люблю этот пляж исключительно зимой, когда никого нет здесь. Здравствуйте. А как найти Таю в ТикТоке? Не знаю. Как тебя найти? Никак. Ну, в смысле, у тебя нет аккаунта в ТикТоке? У меня есть аккаунт, но я не даю его ни в Инстаграме, нигде, так как там суто мои друзья и мои знакомые, тех, кого я знаю. Вот так. Вопрос от Филиппа Рассела. Я сразу на русском буду читать, потому что английский вы увидите вот здесь или вот здесь. Здравствуй, Юля. Планируете ли вы оставаться в Одессе, вернуться в Одессу в ближайшем будущем? И что вы думаете по поводу ситуации, опасно ли дома? Я скажу, что мы вообще никуда не уезжали, в принципе, последние полгода. Мы можем отъехать в путешествие. А так живем мы дома в Одессе, а сейчас, в последнее время, мы в Одессе уже практически месяц. И вот весь декабрь мы в Одессе, и частично январь тоже будем в Одессе. Опасно, тревоги идут, шахеды летят, ракеты тоже периодически летят. Слава богу, последнее время более-менее спокойнее стало. Намного спокойнее, чем было летом. С Новым годом, да. Чем было летом и в начале осени. А так ночью мы спим, под тревогу не просыпаемся. Но иногда, когда она долгая, то, конечно, мы заходим в телеграм-канал и смотрим, что летит. В бомбоубежище мы не бегаем, потому что оно очень далеко от нашего дома. Вот. Когда у детей тренировки спортивные и начинается тревога, то наши тренера собирают всех и уводят в бомбоубежище. И очень часто из-за этого тренировка срывается. А в последнее время занятия по музыке у Таи срывались буквально каждую неделю, потому что музыкальная школа моментом закрывается, и все дети сразу идут в бомбосховище. И сидят там по 3-4 часа. Либо успевает кого-то успевают забрать родители домой. И это, конечно, все сказывается на успеваемости. Пока так. И я считаю, что безопасно станет только когда закончится война. Когда полностью закончится война, тогда наш город станет абсолютно безопасным и любые другие города Украины. А так опасно сейчас, в принципе, везде. Куда идем? Вперед. Нет, мы идем кушать уху. Уху? Кушать. Возле камина. А там будет магазин игрушек? Не знаю, посмотрим. Покажем вам сейчас еще одно интересное место. Зимой вот кафешки работают здесь на побережье между Отрадой и Ланжероном. Вот человек, который следит здесь за всей этой красотой. Этого мужчину зовут Владимир, и он своими собственными руками принес сюда буквально каждый камушек и создал такую вот обитель для птиц.
Кому интересно, наберите в гугле «Птичий пляж Одесса», и там будет больше информации об этом месте. Вот здесь вот мы оставляем номер карты, и вы можете тоже принять участие и помочь птицам нашим одесским и человеку, который все это создал, всю эту красоту. Алиса, не подходи, они кушают, Доца, они кушают. Не подходи. Пенсионер-энтузиаст создал в Одессе пляж для птиц. Почитайте. Дети пьют чаек горячий, потому что сегодня очень морозно. Тая оделась, как всегда, не по погоде. Что? Чего? Еще один вопрос. Как часто Алиса решает, какую одежду ей покупать? Вот. И как часто она говорит: я это не одену, мне это не нравится, вот, я никогда не одену это. Ну, я скажу, что по покупкам Алиса пока не такая привередливая, как мои старшие дети. Покупаю все я, но единственное, что мы можем с ней пойти и вместе что-то выбрать. Ну, чаще всего покупаю я сама. А вот насчет одену, не одену, это да, это уже началось, наверное, еще год назад. Она часто выбирает, какие штаны ей одеть, какую форму на тренировку, какое платье на Новый год, да? А еще у Алисы скоро будет утренник, и там тоже Алиса будет выбирать, в какой одежде ей прийти. Но тренера сказали, чтобы все детки были в красном, чисто в красном. Мам, я хочу дракончика. Я про одежду, она про дракончик. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас вышло по бюджету путешествия на лайнере? Может, вы уже отвечали, но все же. В начале видео, в принципе, я все рассказала. Вот, и еще где-то даже отвечала в Ютубе, поэтому повторяться мы не будем. Следующий вопрос от этого же подписчика. Кем работает Гена, чем занимается? Гена работает в недвижимости. И до войны работал в недвижимости, и также продолжает работать в недвижимости. Поэтому, если кому-то надо купить или продать недвижимость в Одессе по хорошей цене, обращайтесь, всегда помогу, чем могу. Планируете ли в этом году поехать на Драгобрат или Буковель? Честно говоря, в ноябре планировала, планы поменялись, нет. В этом году мы не планируем ни на Драг, ни на Буковель, к сожалению. Хотя я бы очень хотела. Можно его погладить? Знаю, если... Как вода? Чуть соленоватая, не такая, как летом. Потому что летом много отдыхающих, все Я понял, пресноватая, да. все писают, а сейчас пресноватая. И не желтоватая, да? Желтоватая, да. Отлично! Пришли кушать уху одесскую. Смотри, чтоб куртка не загорелась. Ты что? Мы греемся после холодного моря, холодного пляжа. А вот рыба, которую вам могут запечь прямо здесь при вас на мангале. Или можно попробовать вкусную уху. Вот она, кстати, готовится. Мы выбрали уху. А можно я что-то сниму? Дети захотели пиццу на дровах из печи. Тая любит вот эту именно пиццу, 4 сыра. С мясом она не ест. С 1 января мы хотим ввести новую семейную традицию. Вот так вот собираться с семьей и хотя бы 2 раза в месяц выходить в какое-то место, в котором мы еще не были.
А еще раз в месяц я и Гена решили друг другу устраивать какие-то сюрпризы, о котором мы заранее знать не будем. Я буду готовить для него, а он будет готовить для меня. Если мы случайно пропустили какие-то вопросы под видео в YouTube, вы можете написать еще раз, напомнить про них, и мы обязательно ответим на них в комментариях. Мы хотим поздравить всех с Новым годом! С Новым годом! Не смогли с Алисой проехать мимо Антошки. Я знаю, что это. Зашли в игрушечный магазин. На крестной денежку покупать Это мой. подарок. Ну это что-то большое. Тебе же большой Дед Мороз подарит. Нет, пожалуйста. Я хочу быть стоматологом. Мам, я хотела на куклу. У тебя куколок много же дома, а? Это не такая кукла. А можно вот эту? Ты все хочешь, да? Хотели взять эту пчелку, осу. Потом Алиса хотела бы же коровку. Но в итоге выбрала навозную муху, которая летает на пульте, да? Да, берем ее точно. Оказалось, что муха не летает, она только может ползать, но нам уже все равно, мы ее берем. Работает муха? А я вам дай пулька. Сейчас. Проверка мухи. Сейчас дома придешь и будешь играться, да? Лиса развлекается. Ух ты!